Всем привет! Продолжаю подготавливать огороды к посевной. Ну и прежде чем фрезеровать нижнюю часть, решил поскрести по сусекам, пособирать органику, которая за зиму собралась, чтобы сразу ее заделать в землю. Сначала опилки вынес из столярной мастерской, порассыпал, ну а сейчас разделаюсь с одним из неудачных проектов, судьбу которого предсказал один из подписчиков, как только я его начинал. Только он отчасти прав, так как в одном из мешков удалось подобрать идеальные условия, и все же сенаж получился. Только хоть он и получился и по консистенции, и по запаху, все равно пошел вслед за своими собратьями, так как кролики, когда я им дал, не стали его есть, только носом воротили. Но ничего страшного, зато получилось хорошее удобрение. Пораскидаю по участку и сразу зафрезерую. Ну а по той части хочу еще раскидать одну из компостных куч, которую закладывал самую первую. Уже больше 7 месяцев лежит. Ну и место освободить для следующего сезона. О, трофей. Можно ремешок для часов пошить. Ну, только это не мой, а скорее всего Шада. Помнится, по осени котенком она маленьких таскала. А недавно видел в саду уже гоняла, только что тот был побольше размеров, чем это. Летом ко мне племянник в гости приезжал. Так говорил, что я неправильно контент снимаю, когда улиток ловил. Что в тренде сейчас видео, как нужно гадюку доить. Ну вот и случай подвернулся, можно попробовать.
Хотел утром дофрезеровать по-быстрому, с обеда дождь передавали. Пришел, стал мотоблок заводить, а в нем двигатель еле проворачивает. Ну, последний раз он уже тяжело заводился. Взял мультиметр, померил, а там всего лишь 12 и 15 вольт. Практически полностью аккумулятор разрядился. Подумал сначала, может, из-за того, что стоял долго зимой, но я же на нем уже практически целых 2 дня проработал. Скорее всего, выявил еще одну проблему мотоблока. Не заряжает генератор. В итоге пришлось по-быстрому в город ехать, покупать зарядное. Заодно заехал в землеустройство. На днях как раз заканчивается 30-дневный срок включения моего участка в перечень доступных земель. Написал еще одно заявление и лед тронулся. Теперь осталось, пока пришлют договор, оплатить услуги, ждать, когда они приедут, обмеруют, ну и потом ехать в БТИ, забирать документы. Но радоваться рано. Как мне сказали, эта вся процедура займет от 2 до 4 месяцев. Теперь вот и думаю, посажу ли я огороды в этом сезоне. По идее, недели через 2 можно уже и начинать. Но до того момента, как приедут, отмирать нежелательно, потому что посмотришь, что что-то растет, могут сказать, что самозахват, и отменить всю процедуру оформления. Попробую еще позвонить им, уточнить этот вопрос. Вроде бы как вышел указ президента по земельной амнистии до 2025 года. Это я на обратном пути по привычке уже камней насобирал на поле. Но немного металлолома нашел, чтобы порожняком не возвращаться. А еще видел лося по дороге. Ну вот, сегодня по работе. Надеюсь, за ночь аккумулятор зарядится. Завтра там вроде бы погоду передают, дождь только с 6 часов. Так хочу успеть зафрезеровать и еще на колхозном поле посеять зерновые. Там уже земля, по идее, слеглась, то можно и сеять. А в понедельник будет сильный дождь, то пробьет это все. Изначально планировал закрывать зерновые бараной. Нашел там у деда в разобранном виде. Сейчас хотел собрать, но потом передумал. Получается, у меня же там после целины, а следовательно много травы, и барана будет постоянно забиваться, нагребать. И получится, что рожь будет свести не как копна волос у Есенина, а как у меня, с проплешинами. А потом я подумала, почему бы не сделать это с помощью фрезы. И как раз под прошлым видео некоторые из вас написали, что так делают. Посмотрел я видео, и действительно, много кто сеет дедовским методом, а потом мотоблоком с фрезой закрывают. Но только что мне не понравились всходы неравномерные. И потом в мою лысую бошку пришла идея переделать фрезу в сеялку. Вот и переношу сейчас на бумагу, чтобы по-быстрому чертежи набросать. На то, чтобы построить что-то серьезное и основательное, нет у меня ни подходящих ни материалов,
ни инструментов, да и времени. И так уже практически полдня потратил на то, чтобы изучить данный вопрос и перенести идею в нарисованную модель. Хотя, с другой стороны, может, оно и хорошо, что не сделаю сразу идеально. Иначе потом не будет прогресса и никакого дальнейшего роста. А так, сделаю прототип, протестирую, испытаю, сниму данные, которые в дальнейшем можно будет оптимизировать. Да и вопрос еще нужно будет серьезно изучить. Там всякие агротехники, нормы высева. Недаром же агрономы изучают этот вопрос 4 года в университете. Вот и дождь пошел раньше времени. А еще и с градом. Долго провозился с этими отверстиями, практически 2 часа. Были бы перья, так за 5 минут бы справился, а сейчас неудобно, придется замирать, бегать в гараж. Еще больше времени потратишь. Да и дождь этот с градом совсем не вовремя. Часа на 2 раньше, чем прогнозировали. Но с другой стороны, в принципе он нужен, землю уплотнит получше. Да и вода будет хорошо для зерна. Но только что успеть бы до большого дождя. Если он чуть-чуть поморосит, то, может быть, еще и сделаю.
Ну вот и сеялка готова. Принцип ее работы банально прост. Бункер, с которого равномерно в определенной дозировке семена высыпаются перед фрезой. Ну и сделал ее небольших размеров, максимум 40 литров, чтобы сильно не разбалансировать мотоблок с фрезой. Агрегат универсальный, подойдет для семян практически в любых размерах, от самых маленьких до размеров с ноготь. Только в зависимости от вида растения и норм высева нужно будет поменять вкладыши. Сейчас для зерновых я изготовил ширину рада 8 сантиметров. Ну а для другого вида можно будет подобрать в зависимости от нормы высева. Ну и заменить колпачки с другим диаметром под те семена, которые нужно будет сеять, чтобы оно сыпалось по одному зернышку. Застревать по идее не будут, так как бункер устанавливается непосредственно на саму фрезу, а фреза, как и мотоблок, имеет ощутимую вибрацию, что будет способствовать проталкиванию и перемешиванию. Но это только гипотеза, а как оно будет на самом деле, посмотрим, проведя испытания на практике. В этой модели предусмотрен еще управляющий механизм, с помощью которого можно будет одновременно открывать и закрывать забрало в двух бункерах на случай разворота либо остановки, чтобы зерно не просыпалось. Но только что сейчас изготавливать не стал, так как времени не позволяет, непонятно еще с погодой что творится. Да и испытаний не было, может быть вообще ничего работать не будет, придется все переделывать. Сейчас проведу небольшие замеры и сразу в поле будем проводить испытания разведкой боя. Что-то пошло не так, забили сразу все отверстия. Но буду надеяться, что это из-за недостатка вибрации. Маленькие обороты, да и фреза выключена. Ну не знаю, с включенной фрезой может что-то поменяется. Поеду, буду смотреть по месту. Здесь у меня подготовили небольшой участок, 14 соток. Вот и хочу посеять его наполовину. Ячмень и овес, чтобы зимой было чем кроликов кормить. Ну а что из этого получится, узнаем только осенью. Да и тяжело что-то предсказать, потому что в этом выражении очень много неизвестных. Сеялка неизвестно как себя поведет. Земля после целины, а борона долго стояла, не обрабатывалась. Да и с зерном непонятно что. Семена найти было тяжело, купил фуражное, а непонятно какое-то, яровое или озимое. Но если обойдет и не будет колоситься, то пущу на сено.
Зерно-то сыпется, но неравномерно и не со всех сопел. Походу маленькое отверстие взял. Сейчас попробую скрутить крышки и регулировать только заслонкой. Но, скорее всего, расход увеличится. А взял с расчетом по 11 килограмм на 7 соток. Ну, посмотрим, что получится.